Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня вяжем шапку крючком с узором из пышных рельефных столбиков. Шапка очень простая, вяжется довольно быстро. Пряжу брала полушерсть, в 100 граммах 200 метров, крючок 5 миллиметров, вязала на обхват головы 50-56 сантиметров. Сначала свяжем резинку, вяжите на высоту, которая вам удобна. Я вязала примерно 5 сантиметров, в круге в работе 72 столбика. Вяжу резинку 1 на 1, чередую лицевой и изнаночный рельефные столбики. Продолжим вязать до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. Так, теперь к узору. Напомню, в круге 72 столбика. Раппорт узора у нас 12 петель. Будем повторять с 1 по 6 ряд узор. Начинаем 3 воздушные петли подъема и провяжем еще 5 столбиков с накидом в каждую петлю основания предыдущего ряда. 3 провязали, 4, 5 столбик с накидом и 6 столбик с накидом за столбик предыдущего ряда. Вот провязали 6 столбиков, включая 3 воздушные петли подъема. Теперь один столбик пропускаем, в следующий столбик вяжем пышный столбик. Буду вытягивать 3 петли. Третья петля, провяжем накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Один столбик готов, воздушная петля, и в это же основание вяжу еще один такой же пышный столбик. Буду вытягивать 3 петли. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Накид на крючок, пропускаю 2 петли основания и в третью петлю провязываю еще группу из пышных столбиков. Вытягиваю 3 петли, провязываю накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, воздушная петля, и в это же основание пышный столбик из 3 вытянутых петель. 2, 3. Протягиваю накиды и 2 петли провязываю вместе. Пропускаю 1 петлю основания и со второй петли опять повторяю, как в начале мы делали, 6 столбиков с накидом последовательно. 2, 3, 4, 5, и 6. То есть это начало второго раппорта узора. Раппорт узора у нас состоит из 12 петель. Вот 1,5 раппорта мы уже провязали. Продолжаем. Пропускаю петлю основания и в следующую петлю вяжу группу из пышных столбиков. Вытягиваю 3 петли, провязываю накиды вместе и 2 петли вместе. Воздушная петля, накид на крючок, и в это же основание вытягиваю 3 петли, еще один пышный столбик из 3 петель. Провязываем накиды вместе и 2 петли вместе. Пропускаем 2 петли на основании, в третью вводим крючок и также провязываем группу из пышных столбиков, которые разделены между собой воздушной петлей. Так будем продолжать до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком.
второй и третий ряд вяжем аналогично первому ряду. То есть над лицевыми рельефными столбиками мы будем провязывать лицевые рельефные столбики с накидом, а над группами пышных столбиков предыдущего ряда мы будем вязать пышные столбики. Значит, начинаем с 3 петель основания, и теперь над каждым рельефным столбиком лицевым предыдущего ряда вяжем лицевой рельефный столбик с накидом до тех пор, пока не дойдем до группы из пышных столбиков. Так, вот я провязываю 6-й столбик. Теперь делаю накид на крючок, в арку из воздушной петли предыдущего ряда ввожу крючок и вытягиваю 3 петли, провязываю пышный столбик, воздушная петля, и в это же основание провяжу еще один пышный столбик. Также вытягиваю 3 петли, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Накид на крючок, вводим крючок в арку из воздушной петли предыдущего ряда, вытягиваем 3 петли и вяжем пышный столбик. Первый столбик, воздушная петля, и еще в это же основание еще такой же пышный столбик, который состоит из 3 петель. 2, 3. Провяжем накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Вот у нас раппорт готов. Таким образом мы будем провязывать второй и третий ряд. То есть все так же, как первый. Здесь второй раппорт узора вяжем также. То есть над лицевыми рельефными вяжем лицевые рельефные, а над группами из пышных столбиков вяжем группы из пышных столбиков. Так продолжаем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. С 4-го ряда вяжем узор в шахматном порядке. То есть над лицевыми рельефными столбиками предыдущего ряда будем вязать группы из пышных столбиков. Пропускаем петлю основания и вяжем пышный столбик, вытягиваем 3 петли. Воздушная петля. И в это же основание провяжем еще один пышный столбик, вытягиваем 3 петли, провяжем накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Теперь пропускаем 2 столбика в третий столбик предыдущего ряда, вводим крючок и вяжем группу из пышных столбиков, которые разделены между собой воздушной петлей. Каждый пышный столбик у нас состоит из 3 петель. И последний пышный столбик из 3 петель, вытягиваю петли 3, накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. А теперь будем вязать последовательно 6 лицевых рельефных столбиков. Лицевой рельефный столбик за первый пышный столбик предыдущего ряда, обычный столбик в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда, лицевой рельефный столбик за второй пышный столбик предыдущего ряда. Вот у нас уже 3 петли, и еще 3 петли нам надо, чтобы закончить раппорт. Лицевой рельефный столбик за третий пышный столбик, в арку обычный столбик провяжем, и лицевой рельефный столбик за 4-й пышный столбик предыдущего ряда. Вот таким образом мы выполнили один раппорт или раппорт узора, который у нас состоит, напомню, из 12 петель. Теперь пропускаем петлю основания и вяжем группу из пышных столбиков. Вытягиваем 3 петли. Провяжем накиды вместе, 2 петли вместе, воздушная петля. В это же основание еще один пышный столбик из 3 петель. Провяжу накиды вместе, 2 петли вместе.
Пропущу на основании 2 петли и в третью ввожу крючок и провяжу еще одну группу из пышных столбиков. Каждый пышный столбик состоит из 3 петель, и пышные столбики разъединяю воздушной петлей. Так будем продолжать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Таким образом мы провяжем до 6 ряда, потому что узор у нас весь с 1 по 6 ряд, только он у нас с 1 по 3 идет, это одна часть, а с 4 по 6 ряд мы его располагаем в шахматном порядке. Я провязала 6 рядов узора. Высоту у меня получилось 14 сантиметров. И с этого момента я решила убавлять уже для макушки. Я тут начала убавлять сразу, но вам советую все-таки, чтобы не запутаться, сначала провязать просто в каждый столбик по столбику лицевому рельефному, но чтобы не запутаться, потому что я вязала, считала, или вот когда будете вязать, то считайте. То есть здесь у меня в круге 72 петли. И для того, чтобы начать убавлять, я поделила на 8 частей. И каждую 9-ю петлю провязывала вместе лицевой. То есть сейчас я вяжу от начала круга 8 столбиков лицевых рельефных, а 9 и 10 провяжу вместе. Для того, чтобы нам сузить полотно. То есть каждую 9 и 10 петлю буду провязывать вместе. Я провязала 8 петель, 8 столбиков лицевых рельефных, а теперь 2 следующих столбика провяжу вместе. Таким образом начинаем сужать полотно. Провязали. Теперь снова вяжу 8 лицевых рельефных столбиков, а 9 и 10 провязываю вместе. Так буду вязать до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. И в каждом круге теперь буду убавлять петли. То есть следующий круг у нас будет уже, провяжу 7 петель, 8 и 9 буду вязать вместе. В следующем круге 6. Это 7 и 8 буду вместе вязать. Ну, постепенно в секторе сокращая количество столбиков до тех пор, пока не закончатся петли. Решила показать еще один ряд убавок. То есть в этом ряду мы будем провязывать 7 лицевых рельефных столбиков, а 8 и 9 будем провязывать вместе. 4, 5, 6, 6, 7, 7. Вот, провязали 7 столбиков лицевых рельефных над каждым столбиком предыдущего ряда.
А теперь следующие 2 столбика, 8 и 9, провязываем вместе. И так будем продолжать до конца ряда. То есть вяжем последовательно 7 лицевых рельефных столбиков над каждым столбиком предыдущего ряда, а 8 и 9 столбик будем провязывать вместе лицевым рельефным столбиком. Таким образом, полотно у нас будет постепенно сужаться. Так, продолжаем до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Вот такая шапка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!